Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Тема сегодняшнего видео – как найти спокойствие в хаосе. Пожалуйста, нажимайте кнопку «Колокольчик», нажимайте кнопку «Поделиться». Эти ваши простые действия помогают нам продвигать канал. Как у нас возникает хаос и почему он входит в нашу жизнь, мы рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса. И у нас есть два варианта, как справиться с хаосом. Первый вариант, он самый простой. Надо привести все сферы в порядок. У нас всего в колесе жизненного баланса Long Swim 8 сфер. И если мы в каждой сфере приводим сферу в порядок, у нас становится ясен путь, по которому мы будем идти к целям. Мы соглашаемся с тем количеством целей, которые мы можем достигнуть в этом году или в какой-то другой период. И следующий вариант. Мы под эти цели можем сосредоточить в данный момент времени какие-то ресурсы, чтобы эта цель была достижимой не на пределе своих возможностей. Вот этот первый, самый главный способ, он является самым распространенным, самым легким, и для начинающих пользователей колеса жизненного баланса Long Swim он является самым быстро осваиваемым, и поэтому я предлагаю на нем остановиться поподробнее. Второй способ, он больше подходит для тех, кто использует колесо жизненного баланса Long Swim более продолжительное время, это более года или более полугода. Все зависит от того, насколько быстро вы внедряете наши инструментарии в свою повседневную жизнь. И второй способ заключается в том, что для того, чтобы навести порядок или найти спокойствие в хаосе, которое вы ощущаете через внешние факторы, через изменение своего внутреннего состояния, нужно немножко поработать со своими состояниями. Если вы начинаете работать со своими состояниями, то если вы находитесь в состоянии 0,4, то вы к целям не движетесь, вы стоите на месте, и на это есть две причины. Вы не в состоянии те ресурсы, которые есть в вашем распоряжении, их использовать, то есть вам не хватает какого-то вот последнего знака свыше, последнего сигнала, первого вдохновения. Причин может быть много, но ресурсы, которые уже у вас есть на расстоянии вытянутой руки, вы не можете использовать. Почему? Потому что вас переполняют эмоции, вам не хватает эмоций, вам не хватает какого-то вдохновения. В состоянии 0,4 сомнения – это вот то основное состояние, которое мешает вам сделать первый шаг. Но если вы находитесь в состоянии 4-8, когда вы начинаете приступать к достижению своих целей, первое, с чем вы сталкиваетесь, это вы не можете привыкнуть к той нагрузке, которую вы себе рассчитали на неделю. Как правило, большинство из вас переоценивает силу вдохновения, и на вдохновении, когда начинают интенсивные движения в сторону своей цели, наступает перегрузка, вы не успеваете за 2 или 3 дня отдыха восстановить свои силы, вы чувствуете нарастающую усталость. При нарастающей усталости цель начинает размываться, она становится вам неинтересной, и в состоянии 4-8 вы начинаете уже работать с приоритетами. Это тоже очень важный навык, но работа с приоритетами не означает, что вы должны работать на пределе своих возможностей. Еще раз обратимся к миссии колеса жизненного баланса Long Swim. Это профессиональное и личное долголетие. И если вы принимаете это как основную цель, то есть жить долго, профессионально работать долго и плодотворно, тогда вы понимаете, что спешить некуда. А если спешить некуда, тогда можно больше позаниматься планированием и при планировании уже выбрать тот темп, который вас устраивает, который вас окрыляет, вдохновляет. И вот в состоянии 4-8, если вы работаете со своим темпом, выберите свой темп, который вам удобный, который вам синхронный, и вы получите совершенно другой замечательный результат. В состоянии 8-10, если мы говорим об изменении состояния, то нам нужно поработать с грандиозностью цели. И если вы работаете с грандиозностью цели, в состоянии 8-10 вы можете уже грандиозность и масштабность своей цели повышать. То есть бизнес, который вы делаете на территории одной страны, вы можете масштабировать на другую страну. Самый простой способ масштабировать свой бизнес через партнеров. Следующий момент – сделать совместный бизнес на территории другой страны. И эти амбициозные планы не должны вас пугать. Следующий вариант. Давайте разберемся. Когда возникает хаос в сферах? Хаос в сферах возникает тогда, когда вы не идете в своем темпе. Но это больше всего для состояния 0,4. Вот состояние 0,4, если вы двигаетесь в своем темпе, вам хорошо, вы на эмоциях. Если вы выбрали не свой темп, вам становится плохо, некомфортно, вы чувствуете быстрый упадок силы и потерю энергии. В
Следующий момент для состояния 4-8. Важна перегрузка. Если вы чувствуете, что перегрузка вас давит, пожалуйста, остановитесь, сделайте небольшую паузу. Пауза нужна для того, чтобы нам перепланировать свои ресурсы. Возможно, вам проще нанять каких-то экспертов, которые подскажут, как это можно достичь какими-то альтернативными методами. Либо эксперт вам может сказать, что вы двигаетесь в правильном направлении, в том темпе, который для вас, как для новичка или продвинутого пользователя, является нормальным. Это тоже не лишняя поддержка, значит, вы выбрали правильный курс. И следующий момент, который порождает хаос в наших сферах и в наших состояниях, это вы не реализуете свою цель. Чаще всего это возникает, если мы вернемся к состояниям. Если вы помогаете кому-то реализовывать чужие цели, вы понимаете, что потратили время, прошло месяц-два, но вы свои цели не наметили, вы над ними не работали, соответственно, вы их не достигли. Итак, почему важно найти спокойствие в хаосе? Спокойствие позволяет, первое, вам хорошо использовать те ресурсы, которые у вас есть. Следующий момент, вы можете много сделать. Если вы посмотрите предыдущее видео, там сказано, что в каждой сфере у нас есть 2-3 грандиозные цели на год. И 3 цели на год умножаем на 8, получается 24 цели, это 2 цели в месяц. Это очень такой хороший темп, и не будем расслабляться, давайте сосредоточимся на своих целях. Следующий момент, что важнее, привести в порядок свои состояния или привести в порядок свои сферы. В начале года вы приводите в порядок свои сферы, это дает вам возможность такой вот медленно, органически войти в состояние, вот вы сейчас реализуете свои цели, и второй шаг – это уже работать своими состояниями. Для продвинутых пользователей последовательность не имеет значения. Вы можете параллельно работать над своими состояниями и работать над сферами, но вы всегда должны понимать, в состоянии 4-8 вы работаете механически, осознанность еще не включена, энтузиазм еще не включен, вдохновения еще нет. В состоянии 8-10 включается вдохновение, вдохновение открывает вам комбинацию своих возможностей и возможностей единомышленников, и это самый лучший способ реализации цели. В состоянии 0.4 мы идем к цели самым болезненным путем проб, ошибок, набиваем свой опыт, это тоже важно пройти, но в состоянии 0.4 не следует как бы задерживаться. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Как найти спокойствие в хаосе? Я уже кратко объяснил. Первое, в начале года работаем со своими состояниями, приводим их в порядок. Еще раз ставим цели, ставим реальный срок их достижения или иногда даже с запасом, с некоторой отсрочкой. И второе, работаем над своими состояниями. В каждой сфере у нас есть свои состояния. Для тех, кому важна ваша сфера, семья и отношения, пожалуйста, работайте над своими отношениями, но не забывайте о том, что если вы уже твердо находитесь в позиции 4-8, вам построить гармоничные отношения с вашим любимым человеком, любимой женщиной гораздо проще, потому что вы им можете предложить какие-то варианты. Из этих вариантов можно выбрать для двоих более удобные. В состоянии 0.4 вам придется пройти долгий путь, договариваться. Второй момент – формулировать цели, и это занимает достаточно продолжительное время. Я вам рекомендую сначала проработать свои сферы, потом продиагностировать колесо жизненного баланса у своего любимого человека. И когда вы понимаете, что от вас любимый человек ожидает, что он может вам дать и что вы ему можете дать, у вас возникают варианты взаимодействия. Их, к сожалению, не так много, но это единственный надежный путь к счастью и взаимопониманию. Те, кто продвинутые пользователи, пожалуйста, прорабатывайте свою сферу яркость жизни. Это баланс между отдыхать и работать. И как только вы проработаете сферу яркость жизни, к вам очень сильно потянутся люди, которые называются единомышленниками, которые разделяют ваши взгляды на жизнь, которые готовы вместе с вами идти и реализовать ваши цели или сделать какие-то совместные цели. Это вот такой вот путь. Таким образом, колесо жизненного баланса помогает вам. Первое, за год получить наибольшую радость, потому что у вас проработана сфера яркость жизни. Следующий момент, вы постепенно в любом темпе, как вы считаете нужным, укрепляете отношения с вашим любимым человеком. И даже если хаос через внешние факторы появился в вашей жизни, вы знаете, как с ним справиться. Почему? Потому что если вы проработаете сферу отношений семья, и семья, ваш любимый партнер, любимая женщина, любимый мужчина будет вам в наведении порядка помогать. То есть вы не будете
будете с этим справляться в одиночку, вам вдвоем это сделать гораздо легче. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться». Не забывайте пересылать это видео всем своим друзьям и знакомым. У вас все получится. Я в вас верю.